самое главное, то, с чего мне хотелось бы начать. Я не хочу говорить о том, кто вы. Я не хочу говорить людям, кто вы. Если интересно, они зайдут в Facebook и посмотрят. Вы для меня интересный человек. Спасибо. Это у нас взаимное восприятие друг друга. Так. Это самое главное. Поэтому я хочу маленькую предысторию для зрителей, для слушателей. Около месяца, то есть вот еще 2 дня, и будет месяц, как у Лили был день рождения. И у меня пришла мысль для истории взять у нее интервью. Потому что она интересный человек. Для меня она интересный человек. И поэтому сегодня я хочу поспрашивать то, кто вы внутри. Не чем вы занимаетесь, а кто вы внутри. Но для начала я хочу задать вам вопрос. Вот почему люди, разговаривая друг с другом, часто не на одной волне или часто not on the same page, потому что я про красное, а ты про горячее. Почему так? Я думаю, потому что говорят на разных языках. А разный язык – это от уровня… Нет, от многих уровней зависит. Зависит от уровня возрастного, от уровня воспитания, культуры, может быть, даже образования, от настроения зависит. То есть иногда такое созвучие с человеком, что как будто бы… Вот я ухожу со встречи с незнакомым человеком, да, и говорю, мне кажется, мы так давно знакомы, мы просто давно не виделись. А есть люди, которых я знаю много лет, и думаю, быстрее бы вот закончился этот разговор, потому что действительно, как вы говорите, на разных, о разном говорим. Вроде бы одна тема, а мы ее по-разному видим, разный ракурс восприятия. Поэтому, не знаю, если глубоко копаться, может быть, можно было что-то так более поумнее выразить. Но я думаю, что это от настроения в первую очередь, от цели. Один хочет человек себя показать, какой он красивый, и он знает, как ему это сделать, и он знает, что сидеть надо вот так или там вот так, и он будет именно это и делать, этим и занят. А другой хочет что-то рассказать, что-то, какой-то месседж донести, или, может быть, сосредоточенный, ему все равно, как он выглядит, и он будет говорить то, что он думает, то, что ему важно. И вот это вот уже начало несоответствия. Вы сказали, вот с одним так поговорю, да? Да. И вроде как отрезонировал на полминуты сразу, да? А с другим вот быстрее бы закончилась встреча. Вы честны сами с собой? О, да, с собой, да. Я с людьми стараюсь быть максимально честной. Я не хочу сказать, что я честная всегда. Это было бы нечестно. Вот, я умею врать, но делаю это крайне редко. Крайне редко. И в основном, когда я думаю, что от этого будет кому-то лучше. Не мне, кому-то лучше. Тогда я либо промолчу, либо скажу как-то очень обтекаемо, округленно. И в этом вот и есть как бы искажение правды. Так. Насколько месяц назад, когда подошел ваш день, вы сами для себя определили, насколько я счастливая? Вы счастливы? И что для вас счастье? Ой, какие вопросы у вас интересные, важные, значимые. Сначала про день рождения. Мне очень хотелось, чтобы было 6 февраля, а потом сразу на следующий день 8 февраля. Чтобы 7 февраля как бы его не было. На самом деле, в глубине я, конечно, благодарна Богу за то, что я прожила 60 лет, я не смущаюсь своего возраста. Это уже после 60 мои года, мое богатство. До 60 я все-таки думала, что песня это мужская, и пусть эти года богатством будут для мужчин. Для женщин как бы не сильно это богатый груз. Да. Вот. Есть, конечно, там шутки, что 60 это 30 второй раз, да. Я когда вела там свадьбы или какие-то юбилеи, я всегда говорила, не надо огорчаться, жизнь в 50, в 60 может только начинаться. Сегодня я думаю, не дай бог, чтобы она начиналась в 60, потому что мозги-то работают, а силы уже не те. Поэтому для начала, чтобы стартовать в чем-то, это уже сложнее.
Вот. Это то, что касается дня рождения. Да? Но что касается счастья, наверное, как у всех. Есть моменты, когда я просто готова вот взлететь от этой легкости восприятия жизни, счастья, от ее многоцветия, что ли, вот как-то так, многогранности. А бывает такой момент, что такая депрессия, причем она идет не от личного такого восприятия своей личной жизни, а от того, что ты видишь. А когда смотришь на какие-то вещи, не хочу озвучивать, чтобы вас не ввести в эту депрессию. Вот, ну, наверное, это у всех бывает, и все через это проходят. То есть я бываю очень счастливым человеком и бываю, ну, может, не очень несчастной, но я знаю, что такое чувствовать себя несчастливой. Мне это знакомо. Когда приходит вот такая эмоция или такое состояние, когда вот отчаяние или где-то грань, да? Угу. Как вы выходите из этого? У меня есть лекарство. Это мой внук. Это та таблеточка, это тот бальзам, это, не знаю, это то, что мне дает жизнь, и силы. Даже если их нет, я все равно встану, пойду и сделаю. Вот. Это человечек маленький, ему всего лишь 9 лет, но это мой друг, это человек, которому я доверяю, и он доверяет, и мы оба дорожим этим доверием. Вот, любим друг друга, и мы очень близки, очень. Мы вместе молимся вечером, мы доверяем друг другу какие-то свои мысли. Вот, ну, это для меня, ну, наверное, вот самый-самый такой бальзам жизни. И это мне помогает. Но есть еще варианты, есть, конечно. Я часто, если вот раньше, когда я больше консультировала, то я ходила к воде, в парк. Мне нужно было, опять-таки, смотреть на детей. Потому что это непосредственность, это такая чистота, нежность, это такая вот, ну, все по-настоящему, отсутствие фальши. Вот. Дерутся, отбирают игрушку-то до крови, ну, в общем, как-то так. Вот. И если смеются, то этот смех же не повторить. Ну, поэтому дети, они меня как-то отвлекают от чего-то такого. Хотя, с другой стороны, сейчас, когда смотришь на детей, то думаешь, какое обкраденное поколение. Вот эти, ну, не малыши еще не поняли. Те, наверное, которые постарше, подростки, вот я думаю, что они сами... Нет, это они не сами себя, нет, это я поспешила сказать. Это, наверное, мы их так как-то обокрали. Слово такое нехорошее, но они много ничего не имеют из того, что мы имели, мы это не дали и уже не дадим. Редко кто из детей... Я работаю с подростками, я знаю, о чем я говорю, то есть это не просто так. Редко кто из детей, например, говорит о том, что я с папой и мамой – это друзья. Гораздо больше, когда дети жалуются, и они очень хотят, чтобы кто-то им помог в этом, чтобы рядом с ними был взрослый, понимающий человек. Вот. Но это случается нечасто. Ну, вот так. Дети, они радостные. Да, в основном, конечно. Когда мы вырастаем из вот этих детей, мы перестаем радоваться, в большей мере своей. Я говорю про взрослых людей. Мы перестаем радоваться. Почему? Где у нас вот это, на каком этапе жизни мы это теряем? И что мы теряем? И почему вы, возвращаясь к своему внуку, называете его лекарством? Потому что он меня оживляет, именно поэтому лекарство. Он дает силы, он ободряет, он не дает шанс, он не оставляет просто варианта, чтобы я как-то хандрила. Знаете, когда ребенок встает утром рано, вот просыпается, да, и берет вот так мое лицо в свои руки и говорит, ну, я не знаю, как вы, а я утром рано красавица. Если бы меня в Китай перенести, то они бы меня приняли бы за свою конкретно. Вот. Ну, многие женщины, в принципе, могут, наверное, так о себе сказать, но могут промолчать. Так вот, вот эта несусветная утренняя красота, и вот ребенок берет руки в лицо и говорит, бабушка, какая ты у меня красивая, какая ты у меня хорошая. Понимаете, он же не может лукавить еще в 9 лет, нет. И это же не вчера случилось, то есть это уже на протяжении там какого-то времени. Вот. И я понимаю, что он такой тебя видит, он такой тебя знает, он такой
А где-то эту красоту он любит. Нет, это потому, что мы взрослые смотрим в зеркало и видим, какое у нас морщинистое лицо. Да. А ребенок не видит это морщинистое лицо. Он смотрит дальше, вглубь. В глаза. Вот глаза в глаза. И вот он смотрит, и для меня это, да, потому лекарство, что это бодрит, взбадривает конкретно и обязывает жить, быть рядом. Так вернусь к этому вопросу. Что мы теряем? То, что есть у детей, а нету у нас, в большей мере своей. Непосредственность. Теряем. Вот знаете, ребенок, он не боится казаться, выглядеть, быть. Он какой есть такой, он очень натуральный. Угу. Вот. А у нас эта натуральность уходит. Она уходит, опять же, по многим причинам. У некоторых натуральность уходит с прибавлением обеспеченности и материального благосостояния. Все, натуральность куда-то девается. У других с приобретением, так скажем, диплома. Все, человек становится значимым, он уже, я немножко утрирую, скажем, претендует на имя, отчество. Вот, да, хотя это не об Америке, но вы поняли, я надеюсь, о чем я говорю. Вот. И вот это для нас это большой минус. Ну, в Библии столько раз сказано: будьте как дети. И мне не сразу мне была понятна эта фраза, что значит будьте как дети. А сейчас мне это очень понятно, потому что это непосредственность, это открытость, это искренность, это неподдельность. Дети тоже и обманывают, и могут там что-то прятать, о чем-то не договаривать. Это есть. Но это так все, знаете, это так все по-детски. И они тут же поссорились, тут же они принимают тебя в игру, тут же тебе дают шанс, а вот сделай так, и тогда ты будешь с нами. И все это так легко. Мне когда-то мой внук сказал, он очень переживает о войне в Украине, хотя он там никогда не был. Вот. И он говорит, почему взрослые не могут эту войну сделать на компьютере? Просто на компьютере представители с двух сторон собираются, пусть там их будет 3 человека и 3 человека, это у него такой план, и разыгрывают вот как в игре. И кто победил, тот победил, кто проиграл, тот проиграл. Я подумала, да. Устами младенца, да? Да. Понимаете, думаю, сколько бы людей жили, молодость бы не хоронили, дети бы не оставались без родителей, без отцов, жены без мужей. То есть, а почему бы не так? Почему бы так не сделать? Вот это простое решение, оно же, знаете, как есть поговорка, я ее очень долго не могла понять. Зачем просто, если можно сложно? Так вот это та серия. Зачем просто, если можно сложно? Вот и делаем сложно. Усложняем себе, другим жизни. И чем сложнее, тем вроде бы мы сами себе растем в своих глазах. Мы такие, мы вот так просто нет, вот так вот только. Такая многослойная иллюзия. Да, вот хорошо вы сказали, многослойная иллюзия. Действительно многослойная и действительно иллюзия. Вот так. Вот вы сказали, что непосредственность у детей, а потом начинается университет, имя, отчество. Да. Вроде сделайте, каблучки, галстуки. Вроде сделайте мне какой-то постамент, мне надо стоять повыше, да. То есть человеку чего-то надо, чтобы его признали, да. И очень часто люди попадают в категорию быть, не быть, а казаться. Да? Нужно быть, а не казаться. Но люди Хорошо очень часто попадают вот в эту категорию казаться. И на самом деле, когда мы выключаем вот эти все маски наши в жизни, мы очень быстро считываем это, как будто спинным мозгом мы это понимаем, да? Вот очень часто это. Конечно. У вас в жизни... Я понимаю, что мы все люди проходим какой-то этап, где мы переходим из вот этого казаться в быть. У вас это произошло? Когда произошло? Произошло. И произошло это, я так сейчас дату не назову, но это пришло с годами, когда мне вдруг, я поняла, что мне совершенно не нужно казаться. Я такая, какая я есть, если это даже прозвучит сейчас нескромно. Я не самый худший вариант. Я понимаю, что во мне есть что-то, чего я не вижу во многих других людях. Например? Это тоже. Это своеобразная харизма, которая я могу сделать какие-то такие
их кто-то бы назвал выпадами, наверное. Я могу зайти и громко поздороваться на весь автобус. «Здравствуйте, народ Божий», ну, например, если бы это была Украина. Тут автобусов мы не ездим на автобусе. Да? Могу зайти в магазин в русский и тоже сказать «Здравствуйте, люди». Вот. Но это я самый такой очень простой пример привел. То есть я могу себе уже с возрастом позволить то, что раньше не могла, потому что думала, ой, а как посмотрят, а что подумают, а вот как они это оценят. То мне сейчас все равно. Если я хочу вам сказать «здравствуйте», а я вам это скажу «здравствуйте», хоть где. В эфире, вне эфира. Вы на меня дуетесь, смотрите там из-под лобби, а я все равно скажу «да здравствуйте, будьте вы здоровы». И все. Вот, то есть вот это, наверное, возраст, особенно вот когда я уже перешла все-таки в 7-й десяток, вообще еще пока режет слух, но факт, то я почувствовала, что это как бенефит какой-то особый. Это как особый вид роскоши, который ты можешь себе позволить. Быть смелой? Быть смелой, смелой я была как бы и с молодости, а вот именно позволить себе то, что ты не мог позволить, ну то, что, скажем, не мог позволить в 30. Сказать прямо какие-то вещи, ну, очень прямо, ну, очень в лоб. Да, я это делаю деликатно. Я не делаю это по-бабски, вот как-то так, бабах, наотмашь, да. Вот, я это делаю деликатно. Но я это делаю, я это говорю, и во мне это никуда не девается. Я не знаю почему. Если вещи какие-то меня возмущают, то я это могу сказать, что вы не правы. Особенно на Фейсбуке. Знаете, на Фейсбуке, когда у всех гладь и Божья благодать, и все красивые, и все... Это вы в каком мире живете, где вот эта Божья благодать? Мне кажется, наоборот, столько стервозности последние годы, сколько не наблюдалось раньше вообще никогда. Ну, смотрите, сколько у нас церквей. Особенно во время пандемии. Повылазило такое. Да, это стресс был. Стресс, он труханул, знаете, вот если тут есть у меня осадок какой-то, если вода чистая, то ты ее как ни тряси, она будет чистая. А если там был осадок, так залег слой. А потом мы его труханули этой пандемией или там еще чем-то, войной или скандалом или как-то. Вся муть поднялась. Цвет, окрас поменялся. Да. То есть, как настоящее бы... такое наверх вылезло, да? Да. Оно потом осядет потихонечку, конечно, но уже его засветили, уже это видели. Нет, так это, мне кажется, так подсветило жизнь людям. Когда, например, вот что-то происходит, и ты понимаешь, это хорошо, если человек включает наблюдателя в своей жизни, да? Да. Вот есть Лиля Сосина, а есть наблюдатель Лиля Сосина. И вот если Лиля Сосина, наблюдатель, смотрит на Лилю Сосину сидящую, вот тогда вот она видит что-то, да? Видит. Вот это, когда эта подсветка происходит, и люди видят, это благо. Но вы знаете, все равно, конечно, есть какие-то фильтры, которые тебя приостанавливают, потому что если говорить все то, что ты думаешь, ну, ты, наверное, прослывешь либо какой-то скандальной дамочкой, либо погрузишься в такое непонимание со стороны. Потому что людям хочется позитива, людям хочется красоты. Ну, это нормальное здоровое желание, абсолютно, в принципе, да. Абсолютно. Вот. И людям очень хочется правды, но правды не о себе. Хочется всегда, в русских сказках народных, не только в русских, в народных, всегда искали, ну, наш Иванушка, он всегда искал правду, да, но только пометочка такая, что правду не о себе, а о ком-то. Вот нам всем интересно, а вот как у нее, а как у него, а как у них. Вот. А свою правду хочется завуалировать, так прикрыть как-то, знаете, ну, чтобы она выглядела, ну, покрасивее. Ну, вот как бы так. Розовый. Да, так. Вот. И поэтому люди не сильно приемлют. Я один раз, я сейчас скажу, такой эксперимент провела для себя. Значит, выставила одна девушка фотографию, знаете, очень неудачную, на мой взгляд. Очень неудачную. Почему я так могу прямо сказать? Все-таки у меня дочь талантливый фотограф. Я бы добавила вот именно талантливый. Она очень любит то, чем занимается. И знает свою работу, да, и, ну, в общем, и я уже кое-что в этом, ну, совсем кое-что я в этом понимаю. И когда я увидела фотографию той девушки, которая, ну, выставила себя, ну, я посмотрела, ну, девушка, кстати, миловидная очень, просто сама фотография была неудачная. Я сейчас не помню там подробностей, суть не в том совсем, а в том, что комментарии.
Вау, прелесть какая, ты превосходна, ну, в общем, неперевершена, ну, в общем, такая, что... Красивое слово, очень кстати, красиво, вот да, неперевершена, да, непревзойденная. Вот, и вы знаете, я смотрю, думаю, ну, у кого что не так, я не вижу, или люди просто хотят, может быть, поддержать, может быть, ну, как-то такое. И я написала такое очень деликатное предложение. Если вы хотите узнать, ну, как бы, еще мнение, которое не созвучно тому, что уже звучит, то напишите мне, я в личку напишу вам. Мне в личку никто не написал. Они не хотели слышать то, что я бы сказала, да? Но зато написали на Фейсбуке, что «А вы кто? А кто вы такая? А что вы можете?» Ну, вот в таком плане. Да обыкновенная я женщина. Какой вы меня видите? Женщина в возрасте. Ну, там глупая, не глупая им не видно. Вот, образованная, необразованная, культурная, некультурная. Ну, наверное, подумали, некультурная, раз такое написала, хотя я очень все деликатно это оформила. Вот. Я поняла, что правда не нужна. Правда не нужна. А вам для чего это было нужно? А Почему мне хотелось, чтобы она лучше выглядела. Понимаете, если А зачем, у женщины, если она такая, какая есть? Ну, женщины хотят выглядеть хорошо. И они должны выглядеть хорошо. От этого у них настроение, от этого даже микроклимат в семье зависит. Так, если глубоко развить эту мысль, то это так. И когда женщина не знает своих... или не учитывает, может быть, знает, скорее всего, но не учитывает свои недостатки, мне всегда кажется, ну как ты вышла, не глянув в зеркало на выходе, но если эта длина платья не для твоих ног, то, может быть, стоит на 2 сантиметра длиннее сделать, и это будет то, что надо. Или если это декольте уже просто супер откровенно, и ты не сможешь наклониться, чтобы за ручку взять ребенка, вот, может быть, тоже нужно на это обратить внимание. Если твой локон страсти какой-то там ужасный делает из себя не маму, не христианку, а какую-то, ну, скажем, с поведением, там, с отклонениями каким-то, а им это нравится. Думаю, ну, если нравится, все. Локон страсти. Очень красиво Да, прозвучало. ну, локон страсти, это да. У нас есть и челки, вот эти вот, знаете, шторы. Когда, ну, как психолог, я, например, знаю и вижу, особенно молодежь, у них вот это вот такие челки, там где-то выглядывает взгляд, глаз, мельком. Вот. То есть я понимаю, что там проблема. Там есть проблема психологического плана. Одна девушка выставила танец своего сына. Сыну лет 8 или 9, ну, не знаю, трудно определить так. Так как у меня, ну, примерно такого возраста, то я так подумала. И этот мальчик танцует, но он никогда в жизни не танцевал, никогда в жизни явно его никто не учил. То есть это вот такое, что он видел там по телевизору. Вот такой микс не очень в удачном исполнении. И что поразило меня, что выражение лица жесткое, сосредоточенное, такое, знаете, все какое-то как, ну вот как застывшее. А руки, все, там ноги работают. И опять-таки комментарии. Комментарии такие, что на танцы отдай. Это талант. Пропадает талант. Веди на танцы. Вау. А вот это вот все, как у нас умеют написать. И я написала маме, что вы должны обратить внимание на... Я лично написала, что нужно обратить внимание на психологическое состояние ребенка. Это выброс энергии. Там можно было пройтись и проконсультировать ее, потому что это ненормально. Действительно оказалось, ребенок после развода родителей, он отреагировал очень болезненно, он переживает, как любой ребенок переживает развод родителей. Вот. И вот это его вся сосредоточенность в лице и вот это взмахи руками-ногами, я не знаю, как по-другому их назвать, это был крик души. Это нужно было прочитать. Это нужно было почувствовать. Там нет танца. И какова реакция мамы? Да, все прекрасно, у нас все хорошо. И все. Но если все хорошо, что ж ты будешь-то туда стучаться? Ну и хорошо, и пусть будет хорошо. А что это у вас такое, что вы... Я вам сейчас скажу. Вот, например, один человек выходит на улицу, дождь идет, да? Он говорит, фу, какая мерзость. А другой выходит, боже, какая благодать, да? То есть это от красота в глазах смотрящего. Но вы видите какие-то вещи. Вы не можете пройти мимо. Почему? Смотрите, например, если бы вы были стоматологом,
много лет вообще вы обучены, вы работали, но теперь в силу каких-то обстоятельств вы уже здесь не стоматолог. Вот как доктор стал трак-драйвером. Да. И вы не стоматолог. Но когда кто-то улыбается, прекрасно улыбается, причем по делу, уместно, но вы посмотрели и поняли, что там кариес, там что-то такое еще, там нужно вот, может быть, что-то подкорректировать. То есть это от вас никуда не ушло. Вы все равно видите красивую улыбку, вы видите, что человек доволен, да, но вы видите и какие-то проблемы. Что касается дождя, очень люблю дождь, для меня это моя погода, это для меня такая творческая погода. Вот. А то, что касается, вот вижу другое, вижу, понимаю, и я не всегда это озвучиваю. Если это ребенок не умеет танцевать и просто так танцует, но это мило, это так классно, это, ну и пусть, я посмотрю, я обожаю детей, и для меня мне это доставляет удовольствие. Пусть он там как прыгает, как он там танцует, так танцует. Вот. Но когда я вижу в танце другое, то есть читается что-то другое, то, тогда, конечно, мне хотелось бы обратить внимание мамы. Почему вам хотелось бы? Почему хотелось бы? Помочь же надо. Я думаю, что эта мама должна была бы обратить внимание и спросить, а что, правда, это что-то? А я бы ей сказала, что ей нужно. Но ей не надо это оказалось. Ей не надо. Ей не надо. Не надо, значит, и не надо, я притихла. Вот меня только выручает то, что я все это сделала деликатно. Там сказала, ей ответила, и потом просто ушла в сторону. Но это работает, бывает односторонне. Когда ты деликатничаешь, а с тобой не церемонятся. Тебе могут сказать, ой, ставьте вы, смотрите там на себя и так далее. А я бы благодарна была, кстати, если бы мне написали в личку и сказали, Лиль, ой, вам так надо похудеть. Может быть, я бы действительно начала, а то я так все с понедельника начинаю, а во вторник заканчиваю. То есть, когда это сказано с любовью, без... ведь по-разному можно сказать. Знаете, можно сказать подруге, слушай, что это ты одела? Это ж ужас, этот цвет вообще не идет, и фасон, это твой, ты как корова выглядишь, ты что? Все, вы ее раните. А можно сказать, Светуль, слушай, вот то платье, которое ты одевала в прошлый раз, это твой фасон был. А это как-то немножко не то, я не знаю, или я еще не привыкла, но, знаете, можно это все по-деликатному сказать. Может, я сейчас не самый лучший вариант привела в пример, но когда ты говоришь с любовью, это совсем разные вещи. И когда ты говоришь без нее, то это так бумс. У меня и так бывало. Но это там, где нужно. Когда человек приходит и просит помощи, и говорит, что во мне не так, я говорю, посмотрите на себя. Женщина приходит и говорит, тут он ходит к другой. Что во мне не так? Я говорю, подхожу ее к зеркалу и говорю, посмотрите на себя. Чтобы внешне, то, что вы видите, полюбить и реагировать на это, как мужчине, нужно быть секс-гигантом. Потому что это сложно. Понимаете, когда вы видите в телевизоре вот такое все, а у вас, извините, ваша ночнушка байковая там или какая, неглаженная, с закрученными рюшечками уже и с каташечками, то очень сложно реагировать. Женщина должна быть женщиной, мужчина должен оставаться мужчиной. Это правило, которое делает их обоих счастливее. Согласна с этим. Вопрос такой. Человек выбирает реагировать. Вы умеете выбирать реакцию? То есть есть какая-то ситуация. Это немножко так под underline, вот то, что я спрошу. Реакция выбирает вас или вы реакцию? Я эмоциональный человек. Иногда бывает, что там нет секунды, чтобы выбирать. Вот как реагирую, так и реагирую. Я помню, когда... Остановить себя можете, если надо? Да, если надо, да, но иногда с опозданием, а иногда четко вовремя сразу так раз и придавила себя. И сразу пример у меня такой в голове. Как только я приехала в Америку, этот, наверное, шок многие помнят. Сейчас много иммигрантов свеженьких, да. И я знаю, что оборачиваться, провожать взглядом, это некрасиво. Я знаю, как себя там нужно вести, да. Но у меня было несколько моментов, когда я забывала об этом приличии, и я провожала взглядом женщин-американок.
их Взгляд, стиль взгляд одежды. восторга? Нет, я Нет? такого не помню. Наши женщины вызывают у меня восторг чаще гораздо. А американский вариант, когда это было там тепло, лето, и все это подчеркнуть, все то, что нужно было бы скрыть, вот. Ну, как бы я это не одобряю. Я не считаю это неправильным. Это из разряда принимаете ли вы людей такими, какие они есть, или нет? Принимаю, какие есть. Ну, просто что-то нравится, что-то не нравится. Ну, если вам поставят воду, вот вы хотите сейчас пить, вам поставят воду в бутылке, в каком-то интересненьком таком стаканчике и в граненом стакане. Одна и та же вода, везде одно и то же качество. Но я выберу покрасивее, постильнее, может быть, вот в стаканчике. А мне кофе в чашке, а не в бумажном. Не в постель? А мне кофе в чашке, но не в бумажном этом стаканчике. Вот, видите, это тоже важно, да, это тоже важно. А для кого-то это вообще. А кому-то важно, чтобы... Когда я встречаюсь с друзьями, мне все равно где. Я могу в Старбаксе, могу в парке, могу дома, могу в машине разговаривать. Это все равно, это вообще все остальное не имеет значения. А есть люди, которым нужно обязательно интерьер. Ну да, можно развить мысли, сказать, что есть беседы разные. Если я консультирую молодую семью, например, вернее, это работа. Собирающихся, да, в брак, то, конечно, нет, это в машине это не вариант. Вот, то есть нужно, чтобы это располагало к беседе, чтобы это было все, опять-таки, красиво. У нас в жизни есть неурядицы, проблемы и так далее, да? То есть жизнь это такая полоса зебры, да? И очень часто жизнь говорит с нами на самом понятном ей языке, да? Вот этих трудностей. Вы принимаете эту трудность или трудности как, знаете, вдох-выдох в своей жизни или стараетесь убежать? Да как убежать? Убежать у меня не получается. Трудности есть, и, например, вот сейчас, скажем, не самая светлая полоса в моей жизни, но, тем не менее, у меня такая установка всегда была. Я не знаю, как получается это вам, зрителям, вам можно поставить оценку. Я стараюсь держать лицо, я стараюсь держать удар. Я стараюсь, да, иногда не получается, иногда где-то все равно что-то, какой-то вот проскальзывает темный цвет, да. А в основном я оставляю свои проблемы, они мои проблемы. И я их никогда не несу на работу. Я всегда прихожу на работу в прекраснейшем настроении. Я его поднимаю всем, кто встречается на моем пути. И как-то, наверное, так предполагаю, есть у меня основания предполагать, что люди думают, что у меня вообще проблем нет. Все просто раз чудесно. То есть вы играете? Да, я прикрываюсь. Да. То есть внутри тяжело, но улыбка... Как? Да, знаете, внутри тяжело, вот пришла я на работу, да, внутри тяжело, но улыбка, все это вот на своем месте, вот этот позитив. А потом, когда ты приходишь в класс к детям, то там уже ты не играешь, там тебе хорошо. Там вот это детское, они тебя чувствуют, видят, и, с ними... Я не буду с ними сидеть и оплакивать там свои проблемы, нет. Я с ними уже настоящая, мне с ними хорошо. И все. А людям, старшим, тем, которые, уже взрослым, не старшим, а взрослым, не все нужно, наверное, демонстрировать. Если бы, да, вот как сказки. Если бы так можно было жить в мире детей, вы бы выбрали жить там? Да. Там во-первых, ты им там да? нужен, ты нужен им. И я знаю, что если я общаюсь с детьми, я знаю точно, что бы ни думали родители, там, может быть, коллеги, кому-то нравится, не нравится мой стиль общения, не знаю. Но я знаю точно, перед Богом несу ответственность за то, что я несу этим детям, понимаете? И я точно знаю, что я несу им нужное, светлое, доброе, вечное. То есть я сею то, что нужно. Вот, наверное. А кто из вас больше кому дает? Они вам или вы им? Ой, сложно это невозможно измерить, потому что я вроде бы у меня, уже за плечами столько всего, вот им надо отдать, а у них что там у них за плечами, но они дают то,
чего у меня уже, может быть, не так много. Они дают вот эту энергию, они дают этот позитив, чистоту, честность свою. То есть, знаете, у меня в классе такие ребята, они простые, сложные. Это middle school, возраст 12-13, это возраст такой интересный. Вот. И где-то там как-то у них с кем-то проблемы, а тут у нас все честно, все по-нашему. И мы любим друг друга. Ну, может быть, кому-то там и не нравится, тот может не приходить ко мне на урок. Я во второй половине дня работаю в школе, то есть это не регулярные как продленка? уроки. Да, это как продленка. И я преподаю этикет. Мы говорим, этот предмет позволяет говорить обо всем. О психологии отношений, об этикете одежды, общения, питания, сервировки стола. Это такая была прелесть, и в памяти наверняка останется на всю жизнь детей, когда мы сервировали стол. Спасибо школе, что финансово поддерживают это. Мы узнали, что такое чайная пара, когда можно чашечку поставить на стол, когда нужно там поддерживать ее рукой, блюдце с чашечкой. Правильно сказал, да. Вот, то есть как нужно помешивать сахар, чтобы это не громко звучало. Дети в основном, знаете, родители скажут, да, мой знает. Нет, не обольщайтесь. Многого дети не знают, потому что, кто этим занимается? Мы и дома-то не часто сервируем все, как это должно быть. Очень дети удивились, что лимон, который в чашечке, его есть нельзя, его нужно достать и положить на блюдце. То есть есть такие моменты. Им это интересно. Интересно стиль одежды. Они вообще не думали, что их может быть больше 70. Понимаете? Поэтому это детям полезно. И потом мы по душам говорим. Мы разговариваем о том, что бы они хотели, чего бы не хотели. Вот, и очень дети хотят, чтобы родители, если вы меня сейчас слышите, вдруг это шанс мне сказать всем родителям, не только моих учеников, а вообще, пожалуйста, когда вы заходите в детскую комнату, постучите, хоть символически так, тук-тук, и заходите. Практически, когда я спрашиваю детей, чьи родители стучат, входя в комнату, руку поднимают, человека 2, 3, все. Я, кстати, помню, мы были маленькие с сестрой, и наш отец всегда стучал, заходя к нам. Мы совсем были крохами, но он всегда стучал в нашу комнату. И до конца, сколько он жил, видите, это уже в вас, и вы это не переступите. И вы будете стучать к своим детям и к внукам. То есть это уже посеяно. А если в семье этого нет, то попробовать хотя бы можно. Какой-то последний случай, чему вас научил ребенок? Чему вы научились от кого-то из детей? Чему я научилась кого-то из детей? Дети сейчас многому могут научить, начиная с пользования телефоном. Они владеют им лучше, чем мы, взрослые. Я во всяком случае. Но я понимаю, что вопрос не об этом. Наверное, я учусь, и это не последний случай, наверное, был, он еще наверняка повторится. Я учусь умению прощать. Дети умеют прощать. И они прощают очень быстро. И главное в их умении прощать, это то, что они потом это не вспоминают. Я знаю, что нужно прощать, я знаю, что это важно. И да, я прощаю, но я же помню. То есть я не отпускаю до конца. Не все, но какие-то вещи. А дети, они прощают. И опять же хочу сказать, что, уважаемые родители, не считайте, пожалуйста, за слабость попросить прощения у своего ребенка. Это не слабость, это сила. Если вы просите прощения у ребенка, присядьте, посмотрите в глаза, чтобы глазки на уровне были друг друга. И скажите, прости, настроение такое было, я не прав. Я не права. То есть это оценится, это запомнится, оценится, сработает. И вообще все то, что мы делаем, родители и учителя, именно родители и учителя, это несет воспитательную нагрузку. Поэтому это важно. А у вас в вашем детстве, вы помните себя, кстати? Да. Помните, я очень хорошая девочка была, послушная такая. Какой-то человек в вашем детстве на вас повлиял. Что он сделал? Предал. Да, взрослый человек повлиял очень сильно.
Я очень любила мамину подругу. Ее уже нет, уже и мамы нет, и подруги нет. Я ее очень любила. Она была для меня такой желанной всегда гостьей в нашем доме. Ну и для мамы, это мамина подруга ближайшая. То есть это просто как типа вторая мама, что ли. Она такая интересная была, она была доктор. Мне казалось, она очень красивая. Это я потом позже поняла, что ничего там особо красивого не было, но я ее видела красивой. Вот. Это из той серии «Как внук», да? Да. Я ее видела просто красивой. И она была для меня близким, дорогим человеком. Ну, случилось так, что вот в какой-то момент она увела от моей мамы моего отца. Вот и все. И я поняла, что так больно. Человек, который тебя, как бы вроде любил, как бы она тоже ко мне хорошо очень относилась. Но я-то точно ее любила. То мне это было больно, я запомнила это. И даже больше скажу, что она умненькая была женщина. Ну вот, она понимала, что она натворила. И когда я уже была взрослой, и так получилось, что она умирала, очень тяжело умирала в больнице, где работает моя подруга. Работала. Вот. И моя подруга говорит, если хочешь, ты можешь прийти, прям в палату тебя проведу. Это было онкологическое отделение. Вот. И ты можешь ей сказать, что ты хочешь. С того момента, то есть с подросткового периода я с ней не разговаривала. И первый взрыв был такой, вот сейчас я ей как выскажу. А потом все-таки я остыла, подумала, все это крутила в голове, подумала, что мы в разных весовых категориях сейчас. Она лежит, доживает свои дни или часы, она в возрасте, а я молодая, сильная, здоровая, успешная. И я сказала, что нет, я не приду. И подруга мне передала ее, так сказать, последние слова, что попроси, пожалуйста, прощения у Лили. То я простила, но помню, урок я как бы выучила, что люди близкие могут предавать. И для этого нужно как, защищаться? А как ты от этого защитишься? Проживать? Если бы можно было защищаться, наверное, бы не было разводов, не было бы предательств, не было бы измен. Как защищаться? Не знаю. Просто, наверное, нужно уметь это пережить. Не думайте, что это конец света. Жизнь продолжается. Если кого-то сегодня предали, жизнь продолжается. Я за то, чтобы это говорить, понимаете, вот сесть и сказать, все, наша жизнь дальше, там, скажем, невозможно, да, или как-то... Закончилось. Все надо проговаривать, да. Но когда это делается вот как-то там за спиной, то это все же таки, неправильно, чревато последствиями более сложными, тяжелыми. Так в чем этот урок был у вас? В том, что нельзя, наверное... До конца быть Нет, не быть открытой. А нельзя 100% быть уверенным ни в каком человеке. Наверное, так. Смотрите, близкий человек, взрослый, на которого ты бы рассчитывал, что он взрослый, он тебя не обидит, он тебя не предаст, он всегда тебе поможет. А он раз и сделал такое больное, он просто забрал твоего любимого родного человека, отца. То, конечно... я считаю, что это урок, что да, в жизни. То есть, если раньше вы были открыты полностью, то сейчас я уже смотрела, да, открывается поуже. И я бы уже, наверное, смотрела на перспективу, что ли. А может, это я сейчас так умничаю в 60. Сейчас уж так не вспомнишь. Так. Часто плачете? Нет. Раньше, да. А сейчас, наверное, философски ко многим вещам отношусь. Не плачу. И стараюсь, чтобы эти слезы никто и не видел, если плачу. Конечно, плачу, когда-то плачу, да. Да. Но не часто. О себе? Не только. Нет, не всегда о себе. За все человечество? В чем? За все человечество. Нет? Я, например, очень болезненно переношу войну в Украине. Нет у меня уже там родных, нет. Там 2 могилки отца и матери, да. Но есть там мои ученики, мои друзья, мои одноклассники, мои уже взрослые друзья, которых я приобрела уже во взрослом, в зрелом возрасте. Я приехала в Америку, мне было 35. Вот. Это дорогие мне люди. И я люблю свой народ, свою Украину. Я не кричу об этом особо, потому что мне неловко от того, что я ее люблю в стороне, далеко за океаном.
Наверное, те, кто ее по-настоящему любят, ее защищают. Вот. Но вот какие-то вещи, когда я вижу какие-то ролики о войне, я могу плакать. Очень искренне я могу плакать, мне очень жаль. Но мне жаль и тех русских, которых посылают, ну, независимо от их желания, которые вынуждены идти на войну. Там же тоже есть и матери, и это тоже молодость. То есть сама война, это, и не будем говорить о войне, вот, это не та тема, которую нужно Ваш развивать. внук сказал, это лучше, чем можно было бы придумать. Да. Вот. Лучше бы сели и На поиграли. компьютере, поиграли бы, Да. да. И пусть бы закон был бы такой. Вот кто проиграл, тот проиграл. Кто вот Да. поставили на кон то-то, то-то. Да. И все. Это Разумно. Это было бы... И жизни сохранялись бы. Ну, наверное, эти жизни ни для кого ценности особо не имеют. Ну, не считая родных и близких. Вот так. Для вас важно находить родственных вам людей, себе подобных? Для вас важно с ними разговаривать? Или идет Хороший как вопрос. идет? Томочка, я дорожу такими людьми. Их не так много, мне повстречалось. Ну, я не хочу сказать, что их мало, я такая вот цаца, а таких, как я, мало. Нет, я не об этом. Просто мне повстречалось не так много. Но те, которые есть, я ими очень дорожу. Я благодарю Бога в прямом смысле. Я говорю: Господи, спасибо, что Ты уже в эти года, Ты мне посылаешь таких людей, с которыми мне надежно, уютно, приятно, интересно, полезно и комфортно очень душой. То есть это не отношения выгодные «ты мне, я тебе». Этот период, наверное, был где-то, когда я помоложе была. Есть такой период в жизни. А есть период, когда дружба самая-самая, это когда ты Лилька, а он там... Васька, да. И когда ты ничего не значишь в жизни, как и он, то есть это детство, да. А есть потом уже, когда ты что-то значишь, что уже тут... Ну, психологи вообще говорят, что после 30 очень сложно настоящих друзей найти. Ну, как-то мне Бог дает, и после даже 50... Вот, и я благодарна, что у меня есть такие друзья, и у меня есть... Может, это из этой области, что вам все нравятся дети, вот эта непосредственность? Мне кажется, почему в детстве, в юности, в молодости мы это легко очень делаем? Потому что там мы проживаем очень естественную жизнь, да? И поэтому мы не заморачиваемся, как правильно, как неправильно, мы просто живем. А вот когда становимся взрослыми, потому и друзей трудно найти потом. Да, начинаем уже приспосабливаться, как хамелеончики, так надеваем какой-то нужный наряд, да? Угу. Да. Ну, у меня были случаи в жизни, когда я отказывалась от нужного наряда. То есть я оставалась собой. Я это не хочу. В смысле, вам предлагали дружбу? И вы... Ну, мне предложили, например, Сейчас быстро-быстро в голове решение, надо это говорить или нет. Если сказали, да, значит надо говорить, да. Мне предложили роль, как бы, очень достаточно известный человек у нас в городе, я не буду, конечно, называть имя. Он сказал так: я буду такой пастор, такой правильный, такой молодец, а вы будете неверующие. И мы будем делать программу, как бы спор такой у нас будет. Вот я вам одно, а вы мне другое. Вы можете одеть мысли в слова. Вот, и как бы у нас хорошо получится. И вот тогда я сказала, что для меня вера, это, пусть там кто как считает, но это не платье, не плащ, который я могу снять у входа, оставить, прийти здесь, побыть вот так нараспашку, а потом пойти снова надеть свой плащик и опять быть верующей. Нет. Вот, говорю, давайте наоборот. Ну, не получилось. Я буду пастором, пастором, а вы поиграете роль неверующего. А вы поиграете роль неверующего, да. То есть, понимаете... И что, не согласился? Нет. Нельзя это делать. Трус? Я считаю, что... Трус? 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 Ну, он, наверное, просто не ожидал. Может, он, наверное, не трус, но он не ожидал такого предложения. Вот, как-то... Потом, знаете, мне важно оставаться самой собой. Я думаю, что те люди, тот круг, кто меня знает, даже я не имею в виду сейчас самые близкие, а вообще круг, который меня более-менее знает поближе, они, наверное, могли бы сказать, что я узнаваема. Узнаваема по своей речи, узнаваема по поведению, по отношению, по своим понятиям каким-то. То есть у меня не так много стандартов, которые вот все говорят: поздравляю с днем рождения, желаю тебе успехов, счастья в личной жизни. И я так не буду писать.
вот эти стереотипы, они меня раздражают, отталкивают. Либо ничего не писать, либо написать то, что ты хочешь. Я бы написала лучше, пусть каждое утро будет тот человек, который принесет тебе чашечку кофе. В чашечке, вам легко хвалить людей? Да, я могу найти за что похвалить. И особенно мне легко похвалить тех, кто себя видит в негативе в каком-то, у кого занижена самооценка. Таких людей нужно поднимать, и я это делаю намеренно, очень с большой дозировкой, потому что им это надо, потому что другой им того не скажет, что я скажу. Но из-за того, что вы это делаете по наитию уже, как вы думаете, это прям как какая-то программа у вас вшитая? Когда вы можете каждому человеку, вот вы видите человека, и сразу включается эта программа внутри. Я хочу этому человеку что-то... Наверное, включается что-то, я думаю. Тут не задумалась так. Но думаю, что что-то включается. И почему? Сейчас скажу. Потому что когда мне еще приходилось практиковать, работать психологом, я при школе работала, приходили родители, дети, консультировала. И вы знаете... Психолог уже не приходит с радостями, еще такого не помню, чтобы пришли и сказали, у нас так все хорошо, так здорово, мы пришли к вам поконсультироваться, да. А как еще лучше сделать? Такого нет. А вот с проблемами, да, приходят. И когда я вижу проблемы, я их уже часто вижу даже без озвучки, приходит там какая-то молодая пара, вообще уже никаких консультаций, а просто общаемся, да. И я вижу, что он такой весь, знаете, извините, мужчина, такой индюк важный. А она такая курочка, какая-то потрепанная такая возле него кудахчет, и уже готова его там прикрыть своим крылышком, хоть и не достает, но чтобы его, чтобы ему было хорошо. То я понимаю, что здесь надо немножко ясность внести, я пытаюсь это сделать. Если человек это принимает, значит, я вот так дам. Если нет, то чуть-чуть, насколько возможно. То есть я не хочу показать, у вас проблема, тут надо садитесь, я вам сейчас расскажу, как вам надо жить. Нет. Что-то такое есть. Поэтому, наверное, опыт работы, жизни, возрастной опыт, он дает тебе и право, и это видение, что тут надо бы поднять глаза. Вы знаете, психолог Виктор Франкл, да, который прошел лагеря, концлагеря, мировой человек, на него многие ссылаются, он говорил о том, что всегда нужно давать кредит, то есть больше, чем Хорошо есть. Сказал. Да. И этот эксперимент, который был в школе, когда сказали, мы соберем с одного потока самых гениальных для того, чтобы в одном классе они учились, из 4, да? И методом тыка совершенно ничего никто не отбирал, просто методом тыка. И они подтягивались, они хотели... И учителя... Им сказали, эти 30 детей, это самые гениальные. И эти учителя, только потому что им сказала комиссия, начали относиться к этим детям, как гениальным. Все 30 выросли большими людьми. Видите, как работает? Это еще и сила внушения в какой-то степени. Да. Понимаете, потому что скажи, что например, если вы сейчас захотите познакомить меня со своей подругой какой-то, которая меня никогда не знала, вообще из другого штата, не видела, не знала, не слышала, и вы скажете, это такая женщина. И она посмотрит на меня, и ей все равно будут там морщины, прическа, как я там одета. Она меня будет такой женщиной с вашей подачи принимать. Если вы скажете, что, слушай, я познакомлю, такое, такое, она также и будет меня воспринимать. И ей будет все равно, что какое у меня там образование, есть оно или нет, и какая я на самом деле, и все. Да, это очень важно. Поэтому говорю, детей своих презентуйте правильно, преподносите. Я еще один пример хочу для родителей сказать, пользуясь моментом. Говорю на одном из первых занятий, говорю, сейчас представьте, что вы смотрите в зеркало, и 5-бальная система. Поставьте себе оценку за свою внешность. Откровенно, чисто, честно, без имен, без ничего, там можете написать и все. Так вы знаете, девчонки все ставили 3, 2, 4 с минусом, это было самое-самое. Мальчишки там 4-5, 4-5, как-то так все ровненько у них, как у всех мужчин, у них все хорошо. А девчонки так. И я им тогда поняла, какую тему. То есть я говорила о том, что какие вы у меня все красавицы, какие вы необыкновенные, какие бровки, какие глазки, как вы красивые. Это нужно им было. Смотрите в зеркало, смотрите моими глазами, придите домой, откройте, зайдите в ванну, посмотрите на себя в зеркало при хорошем свете глазами Сосиной.
Скажите, вау, так я же красавица, какая я хорошенькая. Понимаете, Папа, мама не говорят. Да, не говорят. И поэтому получается такой дефицит внутри, да? Да. И человек, в принципе, вот у него нет резерва для роста внутреннего. А вы знаете, сколько из всех, ну, сколько там у меня учеников, наверное, человек, 3-4 класса задействованы, ну, они там с разной регулярностью посещают этот урок. Но я хочу сказать, из всех этих ребят 4 человека, я это посчитала, 4 человека, 4 девочки, которые сказали, что папы дарят им цветы. То есть, ну, самостоятельный букет для мамы и для дочери. Это очень важно, мужчины, очень важно. Подарить своей девочке цветы. А тем более, если она уже в middle school, то уже вы очень многое упустили. Девочке надо дарить цветы в 5, в 6, когда она понимает, что это букетик для нее. Не из маминого букета достать при ней, а именно, ну, сделайте это до того, но подарите ребенку ее букетик. Это очень-очень важно. И я знаю таких пап, которые это практикуют с детства. Они не потеряли, они только приобрели. Это ведь модель отношений с мужчиной. Раз, это первый мужчина любимый, который есть в жизни дочерей, ну, ваших девочек. Вот, поэтому это очень важно. А если вы будете говорить глупости, ты такая, ты не такая, ты вот такая, у тебя руки не оттуда, ты посмотри на себя, на что ты похожа, то она будет позволять это и принимать это от другого парня, от мужчины в итоге, потом от мужа. То есть там такие переплетения идут. Осталось полминутки. Так. Главный вопрос. Если бы до кобы, да во рту росли грибы, да, давайте представим, что на секундочку вы могли бы попасть в голову Бога и его глазами на себя посмотреть. Лиля Сосина, она какая? 3 слова. Надежная, верующая в него, ну, он бы это сразу увидел, и неординарная. Внутри, да. Может быть, вынуждена принимать какие-то рамки там и все, но внутри все-таки неординарность во взглядах, в поведении, в понятиях есть. Ну, так быстро у вас такие вопросы. Вау. Просто вау. Я так быстро за полминуты еще бы никогда бы себя не характеризовала. Может быть, это и было не самый лучший набор. Ну так, что вышло. Это был самый лучший, потому как было, это было самое лучшее. Лилечка, мы с вами так друг друга называем, да, мне так приятно вас называть. И мне приятно. Я благодарю вас за то, что месяц спустя вашего дня, да, время, когда вы пришли на Землю, мы с вами встретились и записали вас для истории, меня, вас и людей. Может быть, кому-то это тоже будет полезно. Я благодарю, мне было очень приятно приоткрыть дверцу вот настолько, насколько вы позволяете. За кулисье. Да? И просто посмотреть на вашу душу. Спасибо. Я хочу тоже сказать буквально 20 секунд или 10, сколько остается. Вам спасибо, потому что мне редко приходилось быть именно в таком качестве, в качестве гостя, там, отвечать на вопросы. Но с вами настолько непредсказуемо интересно. Ну, вы себя знаете. А я вас только узнаю, и мне приятно это. И я не жалею ни об этом времени, ни об этой дороге, которую я так с трудом осилила, потому что далековато, и я не такой большой ездок по таким фривеям туда-сюда. Но спасибо вам большое. Спасибо всем, кто нас слушал, терпел. Да, да. Все не так плохо, как, может быть, вам показалось. Желаем вам здравствовать. Да. 5 марта, воскресенье 23 года. Всего доброго. Да любите друг друга.